Вообще, вот знаешь, так хочется переехать в какой-нибудь, иногда вот когда сверлят, так хочется переехать в какое-нибудь тихое место, просто где не сверлят и все. Да, в какой-то дом. Там ты уже сам себе будешь сверлить. Может, им еды занести? Слушай, просто здравствуйте. Вы так много работаете, покушайте, пожалуйста. Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Нави по Mobile. С вами, как всегда, Яна. И со мной на связи, наконец-то, Сергей Померанцев. Он же Адер, он же Кицун, он же ингейм лидер нашей команды. Привет, привет. Да, поэтому без лишних предисловий подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, ну и, конечно же, ставьте лайки. Серег, первое, что хотелось бы спросить, понятное дело, это твоя прическа, точнее, изменения в твоем стиле. Как только вышли первые фотографии с финала по МГЦ, где вы выставили фотографию всех вместе, комьюнити вздрогнуло, и увидели тебя уже с новой прической. Да, и, в принципе, намечается какая-то определенная некая корреляция, и, исходя из твоей прически на интервью, можно понимать, в какой команде ты сейчас играешь. Это как-то связано с тем, что ты переходишь в новую команду, или это просто совпадение? Да нет совпадения, знаешь. Цвет в какой-то момент ушел. Хотя, не знаю, может это правда соответствует моему какому-то внутреннему душевному состоянию, что одна команда один цвет, другая команда другая длина. Как-то... Хотя да, знаешь, любые как бы внутренние изменения меня, они так или иначе влияют на внешние, так что будем считать так. Надеюсь, такая прическа еще надолго останется тогда. Хорошо, давай тогда с тобой немножечко вернемся в твое детство, потому что все мы знакомились с компьютерными играми так или иначе, когда мы были маленькими, там дяди, папа, либо же брат, друзья, нас знакомились с нашими первыми компьютерными играми. У тебя такая же ситуация, такая дефолтная история киберспортсмена, у тебя прекрасный папа, который познакомил тебя с компьютерной индустрией в целом, посадил за ПК, включил тебе КС-ку, на тот момент это 1.6, и уже познакомил с тиммейтами на, скажем так, родном своем сервере. Поначалу, конечно, все как бы скептически к этому относились. Да, не было такого, что мне там запрещали играть или там говорили нет, займись другим делом. То есть все как бы понимали, окей, хочешь играть, играй, лишь бы там это не вредило твоей учебе на тот момент, да. При этом я поигрывал, потом это уже начало приносить какой-то доход, я начал этим больше заниматься, какие-то первые турниры появились, и я просто планомерно перешел в игру, и когда как бы все родные поняли, что на этом, в принципе, можно деньги, строить карьеру, то как-то спокойнее к этому начали относиться, удерживать. Ну, а что тут запрещать, как бы? Но ты начинал изначально играть в КС, если не ошибаюсь. Да, я начинал в CS Source только, 1.6, А, вот. Да, 1.6 как-то прошла мимо меня, я думал, блин, лол. Чем играть в 1.6, если есть Source? Ну, в CSGO как раз я играл majority of my time, то есть там в CSGO, часов либо 5, 6, 7 тысяч, не знаю. Просто это еще было на многих разных аккаунтах. настроение американка. А ты не думал попробовать себя на киберспортивной сцене КС? Потому что, насколько я знаю, ты неплохо играешь. Да нет, конечно, пробовал, то есть я и в Faceit очень много играл, и когда появился вот эта лига, CIS-лига на Faceit, я ее играл. И очень часто мы ездили с парнями на Moscow Cyber Stadium, да. Мы там играли всякие мини-ланы, которые там были, какие-то миксы там. Ну, то есть это было практически каждые выходные. Сейчас, потом в какой-то момент я просто началась учеба в ВУЗе, и я перестал играть вообще, в принципе, практически в КС на таком каком-то уровне, потому что, я просто сделал свой выбор. Решил учиться, а не играть в КС. В КС вообще тяжело пробиться, на самом деле. Но, насколько я знаю, ты по итогу решил покинуть университет. Да, но потому что я его покинул только потому, что я начал уже плотно играть в PUBG, и совмещать с учебой было невозможно. Там, чтобы нормально учиться в Бауманке, тебе нужно очень много времени тратить, особенно на этом факультете. Почему именно мобильный? Почему именно PUBG? Потому что это, очевидно, лучший шутер на тот момент был. Как бы я всегда любил шутеры, мобы мне как-то не особо нравились, то есть я там все равно там много играл в доту, да, но я понимал, что это чуть-чуть не мое. И PUBG был, по-моему, идеальным выбором. Тогда как бы и компьютерный PUBG, да, был на высоте. То есть там, я помню, были там миллионы пользователей уникальных одновременно в пике в Стиме.
ну, по сути, все пророчили PUBG большое будущее, намного больше, чем CS, да. Мы сами там с друзьями в него играли, и когда он вышел на мобилах, я подумал, блин, не так уж и плохо, кстати. Ну, то есть я ожидал худшего, зашел, и это было реально прикольно даже на тот момент. Ну, а кто тебе посоветовал скачать мобильный PUBG? Друг такой говорит, мол, погнали поиграем. Погнали поиграли. Но мы играли еще в китайскую версию. Ну, потом вышла глобальная версия, которая хардкорная, и я уже полностью в нее перешел, играл, было прикольно. И знаешь, самое прикольное, наверное, было то, чего не было вообще в других играх, это комьюнити. То есть мобильный PUBG, он строится как бы на комьюнити. Там все создано на то, чтобы люди общались. А ты пробовал какие-то аналоги PUBG? Тот же Fortnite, Call of Duty, Free Fire, который тоже примерно в то же время вышел, что и мобильный PUBG? Ну, Free Fire это по мне это полный лейм. Там это абсолютно неиграбельная игра, в которой нет ничего, там, что мне нравится в шутерах, да. А Fortnite пробовал, на мобилах это не то. Ну и, знаешь, мне просто нравятся игры, где решают как бы твой ганскилл и твое позиционирование. Тебе друг посоветовал мобильный PUBG, ты его скачиваешь, начинаешь играть. И как много времени ты вообще уделял на мобильный PUBG в самом начале? Ну, очень много. Часов 10 в день, наверное. Ну, смотри, я в вуз перестал ходить. То есть я просто просыпался и играл. И засыпал, тоже играл. Вот так это было уже, наверное. То есть ты тогда уже понимала, что это не просто не for fun, это вот действительно возможность попасть в киберспорт? Знаешь, конечно, были какие-то мечты, надежды, мол, блин, будет круто, если тут будет киберспорт, там, вау, прикольно. Никаких мыслей там не было ни о крупных организациях на тот момент, да, ни о крупных турнирах, просто там хотелось вот так вот поиграть. Вот когда к тебе пришло то понимание, что вполне возможно, ты можешь стать киберспортсменом, и у тебя есть все для того, чтобы стать успешным в этом деле? Ну, как бы я всегда понимал, что я хороший игрок, да, я когда, в принципе, в КС играл, ну, я понимал, что у меня есть задатки, я им всегда был хороший, и понимание игры в целом. Ну, короче, ты знаешь, это стандартная история, когда тебе кажется, что ты просто нереально лучший, как бы, там, ты еще не сталкивался с суровыми реалиями настоящего киберспорта, ты, как бы, думаешь, что ты умнее всех, что ты лучше всех, и вот это ошибочное мнение, знаешь, оно тебя, мне кажется, и двигает вперед. Вот, и меня оно также двигало вперед, то есть я там считал, что все, там мир PUBG у моих ног, и вот появился первый турнир там на $40 тысяч американский, то есть он был даже для американского региона, но мы туда напросились просто, и мы там очень хорошо себя показывали, я думал, ну все, Америка просто под нашими ногами. Ну, короче, на том турнире мы 13 место, по-моему, в финале заняли. Давай тогда перейдем наконец-то к твоему никнейму, потому что изначально ты был Кицуни, потом ты был уже Адером, и сейчас мы тебя видим уже на СНГ-турнирах как Нави Кицуни. Снова. Почему изначально выбрал себе такой ник, почему решил его поменять, и почему по итогу вернулся обратно к своему первому никнейму? Да, ну, про первый никнейм, потому что бренд хороший, уважаемый мой бренд. Мною. И вообще для меня как бы очень важно написание, да, то есть как это слово пишется, как оно выглядит визуально, да, как оно читается. Мне как бы это слово просто удовлетворяло и мою философию и так далее. Кицуни — это же мифическое японское существо, да. Это демон девятихвостой лисы, девятихвостая лиса. Она как бы может быть не девятихвостая, она там растет, да, и с ее возрастом увеличивается количество ее хвостов. Мне всегда просто нравилось, когда ты как-то видоизменяешь никнейм, как ты играешь с ним, когда он у тебя такой flexible, да, когда можно с ним что-то прикольное придумать. Поэтому у меня всегда было Кицуни Гад, Кицуни Слеер, Кицуни там что-нибудь еще и так далее. Адер — это просто была аббревиатура, хотелось чего-то свежего, ну а потом я подумал, блин, похер. Пусть будет уже один никнейм и все. Смотри, когда ты поменял свой ник с Адера на Кицуни, ты как-то почувствовал, что это повлияло на твою медийность, узнаваемость, или ровным счетом ничего не изменилось? Нет. Наверное, ничего не изменилось. Единственное, что забавно, знаешь, что комментаторы на трансляциях теперь, как бы, я когда был Кицуне, меня называли Кицуне, когда я был Адером, меня называли Кицуне, когда я стал Кицуне, обратно меня теперь все называют Адером. Я не знаю, с чем это связано, почему люди так делают, но прикольно. Они такие, типа, мы не будем идти по его правилам играть в его игру. Да, это моя трансляция. Все, тут будет как я хочу.
Расскажи про свою первую команду. Вот, да, как ты в нее попал, с кем ты играл, как долго ты там был, и почему по итогу вы перешли в Extra Quality, или ты перешел в Extra Quality, или вы просто трансформировались в Extra Quality? Но был какой-то первый турнир Дискорда. Нам нужно было как бы написать название команды. Нужно было придумать тег. Мы были с Яном тогда, с Art of War, такой был дед в игре. Там парню было, по-моему, за 30 лет уже он с нами играл. Дед. Ну, дед, да, деды, знаешь, там, 30-летним. Вот, и мы, короче, что-то сидели, подумали, ну, будет прикольно, типа, добро пожаловать в лобби, мол, мы отправили... Ну, мы были всегда как бы агрессивной командой, мол, отправили челов в лобби и так далее. И так и создали VL. Ну, сокращение было VL, Welcome to the Lobby. И как-то так все с этого пошло. Потом подумали, что нужно усилять команду. Там у нас появились новые амбиции. Появился парень, которого мы считали читером, с которым мы потом в жизни встретились, аж чтобы проверить, что он не читер. Вот. А как планировали проверять? Просто он приехал при нас, поиграл, показал, что он способен на то же самое. Неплохо, неплохо. Да, взяли идею у Фейсета, которые Робза приглашали. Приехал, да, показал, и мы сказали, ну ладно, тогда давай. Короче, это был Наги, для тех, кто не знает, да, расскажу. И у него была команда Extra Quality. Как бы были я, Джонатан Оди, Яша и Наги. Мы прям сидим, я помню, вместе в каком-то фудкорте. Я говорю, блин, Антон Наги. Говорю, слушай, может тогда вообще вместе поиграем, если ты хорошо играешь, мы как бы хорошо играем, да? Вот так вот вчетвером, вот прям как мы сидим. И он, знаешь, вот прям сидят парни, и он говорит, не, типа, с тобой я согласен, а вот с этими бомжами не буду. То есть, по сути, ты сделал ему предложение на фудкорте? Да, и как бы сидит Ян, ну, там, по-моему, слово бомжи не фигурировало, но тоже там было что-то прям откровенное, то есть, там, типа, нет, с ними я не буду играть, так презрительно посмотрел. Я сказал, блин, я решил уже, ладно, я тоже тогда буду честен, говорю, окей. Я тоже с бомжами этими не хочу играть. Давай тогда с Яном, Джонатана Оди, наверное, тогда брать не будем. И возьмем твоего тогда одного игрока, пусть это будет Лайтнинг. И он такой, ну, надо подумать. В общем, подумал день, согласился. И мы с тех пор начали так играть. Сразу же на чемпионате Европы второе место заняли. Тогда это был такой внутриигровой ивент. Как бы, но, понимаешь, по престижности он был как чемпионат мира для нас. Мы там очень обидно проиграли. После этого мы кикнули Лайтнинга. Хотя, ну, делать этого, наверное, не надо было, не знаю. В отчаянии просто. Да, но мы там козла отпущения просто нашли, так все, короче, ты кикнут. Там даже не так было. Я помню, мы же на пек летали с Лайтнингом как раз. И мы что-то, когда с ним в ВК переписывались, мы нашли вот этот диалог, когда мы его кикали. И там был диалог что-то в духе. Ну, мы сейчас просто пробуем там 5-го игрока. Кикать мы, конечно же, тебя не будем. И все, с того момента, после этого диалога, он больше ни одной игры, по-моему, не сыграл с нами. Вот. И так появилась та самая Extra Quality, которая потом стала Team Unique. Да, кстати, вот по поводу Team Unique. В какой момент в Extra Quality ты понял, что пора что-то менять? Потому что ты сам первый написал организацию Team Unique, выложил, скажем так, все карты на стол, показал ростер и сказал, ребята, давайте замутим контракт. Да слушай, ну, как бы очевидно, да, было, что раз формируется киберспорт, нужна организация, которая будет помогать с этим, ну и, в принципе, которая будет тебе зарплату платить, чтобы ты не жил на вот эти, там, на тот момент, да, турнирные деньги, которых было на самом деле мало. В принципе, как мы прям вот стали Extra Quality, я уже тогда начал этим заниматься, там, составил большое письмо, там, написал все наши достижения, социалки все наши показал, да. Ну, конечно, было понятно, что медийка будет решать. Выписал какие-то мысли о том, к чему может привести вот этот мобильный киберспорт. Там... Ну, короче, все такое сделал. Нас, конечно же, все проигнорили, там, кроме Team Liquid, которые... Ну, я не знаю, отписка это была просто или нет, но они там что-то там поинтересовались, а потом сказали нет. Инвайтов нет, но вы держитесь. Настал такой момент, когда я сказал Яну, мол, все, Ян, забей. Короче, если не получается, я просто сливаю из игры, пойду дальше в УЗИ учиться. Я тогда, по-моему, еще... Ну, у меня была возможность восстановиться, как бы. Я написал последнее письмо Team Unique. То есть я нашел в контактах какого-то чела в группе ВК, написал ему, как оказалось, это СММщик.
Но на утро нам ответил менеджер, что-то позвал в Discord. Блин, я так просто счастлив был на утро вообще. Вы подписываете контракт, начинаете играть, у вас в команде помимо 5 игроков есть еще и тренер команды, МС, о котором мы сегодня... Не сразу, кстати. Там был такой прикол, что мы говорим, да, нам, в принципе, тренер не нужен. Забей, типа, мы вообще гении игры. Угу. Мы играем... Я не помню, что это было, но какой-то турнир мы играем его очень плохо, и мы такие, нет, все-таки, наверное, нам нужен тренер. Типа, забейте, мы бы херню сказали. Вот, и приходит МС, и с тех пор начинаем работать. Когда я разговаривала с Матиком, еще изначально, как только мы его подписали, он говорил, что он, как ингейм-лидер, не планирует брать в команду тренера, и в целом команде он не нужен. Сейчас нам уже полгода. Пипец, кстати, реально уже полгода прошло. Да, нам уже полгода, и мы все еще без тренера. И Олдбой говорил, что как раз тренер бы не помешал, потому что бывают спорные моменты в команде, и да, и в целом нужно мнение со стороны человека, который не заангажирован. Так вот, вопрос в чем? В том, что нам не нужен тренер или просто нет подходящего кандидата на эту должность? Это очень сложно, потому что есть моменты, как бы, когда ты думаешь, что и так все супер, и никакой тренер не нужен, да, а есть моменты, когда он, ну, явно нужен. Когда есть какие-то спорные ситуации, когда я вижу игру по одному, ребята по другому, когда нам просто, ну, короче, аналитик бы нам точно не помешал. Просто нужен кандидат, как бы, подходящий, да, который 100% усердный, которому не лень там каждый день вот эти таблицы делать, да, заполнять все, там рисовать вот эти хит-зоны. Знаешь, ну такой человека просто, ну, нет, там, с кем бы я ни общался. Ты практически во всех командах, где ты играл, ты был везде ингейм-лидером. И вот интересно узнать, тебе действительно нравится эта позиция, или ты просто понимаешь, что ты, ну, по сути, единственная команда, кто может выполнять эту роль хорошо? Здравствуйте. Ну, просто мне просто кажется, что я знаю, как нужно действовать в команде, да. Не знаю, с чем это связано, с какими-то человеческими качествами, да, или там просто какими-то моими, возможно, амбициями, когда я считаю, что я знаю лучше всех, все остальные ничего не понимают. Угу. Или это реально так, как бы я не могу это судить. Хотя в последнее время, знаешь, я очень часто думаю, что именно вот in-game leading как бы мне тяжело дается, да, то есть вот в самой игре колы давать. Мне больше интересно как бы быть лидером в принципе команды, то есть не внутри игры, а в принципе как нам двигаться как команде по вот этой вот, знаешь, по вот этому вектору времени. Какие нам действия совершать, там, как нам играть, вот именно стратегия. То есть тактика в самой игре, мне кажется, она должна равно ложиться на всех игроков, хоть и решение должен принимать один человек. А вот мне больше интересна стратегия. А вот если брать те же Клауда, как тебе игралось под руководством другого человека? Комфортно тебе было или нет? Да, вообще мне было прикольно. Ну, потому что это расслабление. Тебе... Ну, как бы ты просто во время игры не думаешь. Ты просто бегаешь, стреляешь и выполняешь там какие-то команды там капитана, да, ИГЛ. Ну, прикольно, что там, ну, даже на турнирах было видно, что я там всегда был в топ-фрагерах. Ну, просто удобно. Ты бегаешь, убиваешь, ни о чем не думаешь, не следишь ни за кем из своей команды, да. Ты просто, там, ну, у нас были фишки, когда ты просто убеждался, что есть кавер, когда ты знал, что тебе помогут, сам следил за тем, чтобы ты мог помочь всем, да. Ну и все, как бы, а дальше ты уже просто бегаешь, стреляешь, ничего не говоришь, там инфу какую-то даешь, все. Самое, наверное, яркое событие в то время, как вы были в Team Unique, это, очевидно, был Star Challenge, потому что вы его забрали, и, казалось бы, это очень крутое достижение для СНГ команды в частности, но когда мы разговаривали с Олдбоем на интервью, он сказал, что он не совсем считает эту победу прям такой грандиозной, потому что там был арабский регион, и, по его мнению, он самый слабый в мобильном PUBG. Ты тоже так считаешь? Ну да, ну... я так считаю, основываясь как бы на результатах, да. Просто арабские команды показывают худшие результаты, если брать так в среднем. Ну, блин, как бы, чтобы квальнуться в финал, там нужно было сыграть против 16 лучших команд со всего мира, правильно? Как бы, ну, и мы сыграли. Мы там заняли 3-е место в полуфинале со всеми лучшими командами мира. И заняли 1-е место в финале с половиной лучших команд в мире. Любая победа — это победа, понимаешь? На лане это, ну, как бы... На лане... Лан — это вообще совсем другое.
Знаешь, у меня появляются флешбеки, вот типа как вертолет летит, и я вспоминаю наше интервью командное, комментарии Матика по поводу всяких разных мелких СНГ-туриков, которое, кстати, не вошло в итоговую версию, поэтому... Спасли его репутацию. Но если на нашем канале будет 1 миллион подписчиков, мы обязательно выставим все не вошедшие моменты со всех интервью. Поверьте, там у меня уже целый склад есть. Поэтому 1 миллион подписчиков, нам осталось совсем чуть-чуть. Или 100 тысяч лайков здесь. Да, и 100 тысяч подписчиков в моем инстаграме вот. завтра. Завтра же, и у нас сразу же моментально выходит видос совсем не вошедшим. А там очень много, и там очень крутой, интересный контент. Ты там очень жестко еще. Смотри, вот после такой феноменальной победы, когда вы забираете чемпионство мира, в команде начинается как будто бы черная полоса. Это и ПЭК, который там 10-е место, и PMCO сплиты. Очевидно было, что в команде что-то происходит, что влияет непосредственно на вашу игру. Что происходило? Почему был такой результат? Почему по итогу Team Unique распались? После победы на Star Challenge мы не питали каких-то иллюзий, да, и сразу сказали, что там, ну, как бы мы ни говорили о том, что мы дальше будем трайхардить, все равно у нас внутри какое-то расслабление жесткое. Да, мы пытались, реально пытались там прийти в себя от этой победы, потому что, ну, победа реально кружит тебе голову. Очень сильно. Это такая получилась американская горка, вверх и вниз резко. И, естественно, что происходит после такого, да, в неопытных командах? Ты начинаешь искать крайнего. Такая прикольная игра, на что мы все-таки решили, что так, наверное, прямо мы делать не будем, просто кого-то кикать. Мы взяли Матика, потому что я с ним... Ну, я, короче, с ним очень много играл, это ни для кого не секрет, и подумал, что, блин, он реально круто играет, он реально круто понимает, с ним даже просто, ну, комфортно играть. Мы начали с ним много играть, потом добавили его в команду 5-м игроком, менялись, там, вели статистику, ну, и в итоге там, кик, а потом мы не проходим на турнир. Конечно, большая доля непрохода вот этого на турнир сказалась из-за вот этого напряжения, когда, ну, мы же кикнули Диму, получается, и на нас полился жесткий хейт, там, каждый наш проигранный файт хейт, каждая наша победа это хейт, там, ну, это как бы реально тяжело, когда ты там вот думаешь о том, что, блин, а что если там мы кикнули, и теперь мы не пройдем. Это было очевидно, что если играть с таким напряжением, ты не пройдешь. Вот, если играть с такими мыслями. Потому что всегда нужно играть на позитиве. Ты как бы должен всегда быть уверен в том, что ты победишь, что нет никого сильнее тебя. Ну, только чтобы это не пьянило тебя. Team Unique распускают, но ты свободным агентом был буквально 1 день. Ну что, я был знаком как бы с ними. У них была проблема с 5-м игроком, так как с 4-м игроком, так как у них забанили Сислоса за racial slur. И все. Как бы даже больше ничего не нужно было. Они просто узнали, что нас кикнули, что мы без зарги, что мы не прошли. Там, знаешь, решение это было, мне кажется, моментально. Не страшно тебе было переходить в англоязычную команду? Я прекрасно понимаю, как и все зрители, что у тебя с английским все абсолютно хорошо и здорово, но наверняка были какие-то проблемы именно во время игры. Как бы, если бы мы просто сидели не играли, я бы, понятное дело, все понял, но когда ты именно еще играешь, когда ты сконцентрирован, и вот этот льется поток каких-то неизвестных тебе слов, сленга, да, наименований, которых ты никогда раньше не слышал, ты просто уже все, думаешь, ладно, я просто буду стрелять, типа, а там будет, что будет. Но со временем это буквально через 2 недели прошло, я начал просто все понимать и все. Там ребята, где надо, помогли. Но все равно, согласись, скорость принятия решений, скорость восприятия кола, скорость передачи информации все равно она ниже. А что тебе запомнилось больше всего за вот эти 3 месяца? 3 месяца в Cloud9? Да. Ну, отношение тиммейтов к игре, там какая-то субординация, там, не знаю, менталитет, ну что угодно, то есть вот какие-то такие мелочи. Вот реально, если я буду серьезно говорить, больше всего мне запомнилось, что они не желают приятного аппетита перед едой. Как бы это реально, что я, знаешь, рассказывать буду всем всегда, там, буду говорить просто, вдумайтесь, просто варвары. Они просто, прикиньте, они говорят, я ушел есть, и они реально уходят, то есть они не ждут, когда им скажут приятного аппетита. А ты говорил? Вот. Конечно, я всегда говорил, ну, бон аппетит. И они говорили, что? Понятное дело, там был француз Аныван, который понимал, как бы, к чему я это говорю, и он сам, знаешь, вот это мне нравилось всегда, что его очень раздражало, что он переехал в Америку, и там нет вот этой культуры еды. Ну,
Вы наверняка с ним в Дискорде либо в TeamSpeak, когда все расходились, обсуждали такой, типа, боже, они не говорят приятного аппетита. Ну, это как бы, это нас сближало очень сильно. Вообще, вот мы как бы себя называли европейцы. То есть европейцы против Америки у нас всегда было. Насколько я знаю, насколько я помню, изначально с ребятами из Cloud9 вас познакомила, как-то объединила прическа Карнажа. Я не знаю, видела ли ты, как это в PUBG реализовано или нет, но обычно перед выходом на сцену все стоят просто команда за командой, как бы, да. И мы стояли, там перед нами стояли Cloud9, и там еще через пару команд стояли Omen Elite, где тогда играл Карнаж. И просто, знаешь, ну, он покрасился в серый какой-то, и у него были очень короткие волосы. И я просто что-то говорил, там, просто что-то сказал, что он похож, типа, на деда. И они это услышали. А я почему-то это на английском говорил. И они что-то тоже начали, типа, смеяться с этого, что он сзади похож просто, как будто дед в очереди стоит. Типа, очередь перепутал. Вот, и все. И так мы заговорили. Но это не было так, что там нас прическа объединила. Ну. Ребята, я знаю. И до этого, как бы, вот я помню на Star Challenge, то есть, получается, за 2 недели, да, до этого, я уже тогда с Беовульфом общался, мы обсуждали там какие-то там, ну, нюансы игры, то есть, это не первый раз, когда мы уже с ними общались. Подожди, нас вообще знаешь, что объединило? Что? Нас объединило, что у нас на Сануке один лут, один этот спот был. У нас был Парадайз, и мы постоянно, знаешь, перед играми подходили такие, ну что, типа, на Парадайзе увидимся? Они такие, да не увидимся, вы улетите, зассыте. Да, в итоге мы их выгнали. И кстати, вот когда я пришел в Cloud9, Беовульф мне до сих пор это припоминал. Говорил, ну и чё, типа, и где тебе ник на Парадайзе? Говорит, не вижу. А Cloud9 говорит, вижу на Парадайзе. В рамках World League, когда ты играл в Cloud9, ты встретился на поле битвы, скажем так, со своими будущими тиммейтами. Да. Как ты оцениваешь их скилл и вообще их как соперников? Слушай, на Сануке, если ты видела этот момент, я их там 1-4 размотал, так что, понятное дело, для меня это были СНГ крипы. Я говорю, блин, типа, парни, типа, забейте, это СНГ крипы лол. Идите вообще в другую сторону, посмотрите, у меня УЗИ есть, я справлюсь как-нибудь. Да, ну и так и было. Там, перестрелял всех. Там, ну, показал им просто, кто здесь отец. Знаешь, забавно, что у твоей команды, у Cloud9, в принципе, тоже было такое отношение, что они не совсем серьезно воспринимали СНГ команды. И я думала, что ты, наоборот, был рожден для того, чтобы бороться со злом, а не примкнуть к нему. Да, знаешь, вообще Америка, как бы, американский регион, я не знаю почему, но они считают себя просто самыми сильными. Вот. Странно, откуда это? А у них, типа, они считают gun-skill, типа, их понимание игры, это вообще топ, а все остальные регионы просто сосут. Вот они всегда так говорят. Давай тогда наконец-то перейдем к самому интересному. Это то, как ты попал в Нави, потому что не все, наверное, знают, может быть, разве что только с твоих стримов. Адер, Серега, причем даже я говорю на тебя, Адер. Ты, по сути, как идейный вдохновитель нашего состава. Значит, пишет мне вообще Юбель изначально. Юбель, это, ну, кто не знает, Шапулич, это менеджер Team Unique, как бы. И пишет мне и говорит, типа, с тобой хочет вообще поговорить менеджер Нави. Я говорю, хорошо, пусть. А я тогда как бы играл в Cloud9. Ну, что может мне менеджер Нави предложить, по сути? У меня контракт с американской организацией. Алло, на секундочку. Да, лол, чел, у меня контракт с Cloud9. Я говорю, мол, окей, дай мне его контакты. Пишет Саша, Glory Hunter, мол, там, привет. Причем он еще так начал, знаешь, не привет, я из Нави, а он такой, привет, я говорю, привет, он такой, знаешь, кто я? Я говорю. И скидывает тебе фотку своего лица и говорит, знаешь, хочешь узнать, откуда на этом лице появились шрамы? Ну да, я говорю, сама таинственность. У него еще как место работы ВКонтакте указано Натус Винцер. Я говорю, ну, наверное, это связано с твоим местом работы в ВК. Он говорит, да, говорит, ты прав. Знаешь, он такой, решил с игры со мной начать. И потом он как бы говорит, кинь мне свой Дискорд, пожалуйста. Я кинул. Мы как бы созваниваемся. И вообще разговор изначально был такой, мол, привет, Серег. Давно не виделись. Слушай, я к тебе с вопросом. Мы хотим, как бы, смотрим на PUBG Mobile. И вот я тебя хотел узнать, аж какая команда лучше? Новая Эра с Олдбоем или Канина Пауэр? Я говорю, никакая. Я как сейчас помню, я говорю, чувак,
это вообще лейм и полная херня. Если так выбирать, то лучше вообще Dream Eaters. Говорю, но по факту, говорю, вообще, если так подумать, если вы готовы дать, типа, нереально крутые условия, я могу предложить тебе 4-й вариант, да? И как бы 4-й вариант это как раз и был. Там, позвать Олдбоя, позвать Dream Eaters и сделать новую команду. Я за день до того, как мы списались с менеджером Нави, я общался с Матиком, и мы с ним много играли, даже несмотря на то, что я был в американской организации, с американской командой, и сказал ему, мол, блин, говорю, это все не то. Ну, что я играю в Америке. Мне кажется, что я просто, ну, ничего с ними прям топ-топ результата не добьюсь, потому что важна коммуникация. Как раз вот я высказывал те мысли, которые ты проговаривал, да, во время этого интервью. И говорю, вот было бы круто, если бы пришла какая-нибудь организация, Нави, там, Virtus.pro, как бы, да, мейджор СНГ организация, и дала нам возможность собрать состав, как бы поверила в нас, и все это получилось. И вот на следующий день мне пишет менеджер Нави. Смогли ли Natus Винсера за эти полгода тебя чем-то удивить, сравнительно с Cloud9? Вообще, ну, придя в Нави, я просто, знаешь, как бы сказать, ощутил себя как будто снова дома. Да, мы старались. В хорошем смысле, потому что, ну, я попал в Нави, нас там сразу обеспечили всем необходимым, там, никаких проблем не было. Я не знаю, ну, просто все как и должно быть. Просто как должна работать хорошая организация. Какие у тебя цели в плане киберспорта есть на данный момент? Вот чего хотелось бы достичь в киберспорте? Просто стабильно выигрывать все турниры. Понимаешь, соревнования — это всегда про то, что ты улучшаешься и стараешься улучшаться быстрее, чем твои соперники. Как бы этим киберспорт и интересен. Ты постоянно ищешь какие-то новые способы, как быть лучше всех. И в этом и интерес. Ну и в конце уже по традиции ты можешь сказать пару слов нашим фанатам и болельщикам. Знаешь, как-то не хочется говорить вот эти банальные вещи, типа давайте, парни. Все получится, вы красавчики нереальные. Нет, просто кайфуйте по жизни. Получайте удовольствие, хочется отдохнуть дома, отдыхайте дома. Хочется жестко затрайхардить, трайхардите. И всегда у вас все будет хорошо. Главное, не сомневайтесь в себе. Хотя, иногда тоже хорошо посомневаться. Чуть-чуть сомневайтесь. Спасибо тебе огромное за это интервью. Да, тебе спасибо. Друзья, вам огромное спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, ставьте лайки, чтобы и мне, и Сереге было приятно. Правда? Да. 100 тысяч лайков, если что. Помните про наши условия. А с вами была Яна, Серега, мой сосед, который целый день сверлит стены, и канал Navi PUBG Mobile. До скорых встреч. Пока.